Привет, мои дорогие! Это атмосферное видео на праздники ко дню Рождества, христианства, любой конфессии, или же к Новому году. Сейчас я буду при вас наряжать елку, горит настоящий огонь в камине. Может быть, в этот момент вы пьете стакан вина вечером или бокал, то, что вам приятно, или какао, что я больше советую, или утренний чай, кофе, или же имеете ланч, неважно. Если вы отдыхаете и вы хотели бы провести свой отдых в компании преданного друга в моем лице, приглашаю. Эта елочка прямо из леса. Мы в Канаде берем елочку из леса, я сейчас объясню как, но вначале вы видите эти игрушки. Это первые игрушки, которые я буду вешать на елку. Здесь вы видите меня не приукрашенную, я специально не надела красивый наряд, не затянула талию, а выступаю вот как такой чаби Дед Мороз. Конечно, видно в камеру, ну, как бы хуже, чем я есть, потому что так стоит камера, что она подчеркивает, как вот у Деда Мороза, он такой, да, талия у него толстенькая. Ну вот, в общем, не воспринимайте это все всерьез, это атмосферное видео, как я говорю. Поэтому, когда вы наряжаете елку, очевидно, вы в своем домашнем теплом тоже о чем-то. У меня все, кстати, одежда у меня вся очень классная, но она может быть не шоу и не такая, знаете, на показ. Итак, теперь вот эти другие, это уже у меня звездочки, которые я буду вешать, и это все сделаны украшения из бумаги. Елки в Северной Америке, там, откуда я, из берега Тихого океана. Елки очень мягкие, потому что климат мягкий, он не суровый, поэтому суровую такую елку с твердыми иголками и ветками найти практически невозможно. Ну вот и эта свежая елка из леса, вы видите, что я вешаю вот теперь эти звездочки. Я буду вам показывать каждый раз, что я буду вешать на елку. Огоньки Николай перед этим повесил вместе со мной. Итак, елка прямо из леса. В Канаде вы можете спросить у городских властей позволение срубить елку под проводами, и нужно ехать в горы. Мы ехали в горы, там, где много диких медведей, не обезьян, а медведей, но они сейчас все спят. Вот, но это вообще нелегко, нужно пробираться сквозь глухой лес, туда, где электрические провода, и там под проводами городские власти вообще рубят такие волюнтиры елки, да, которые сами по себе вырастают, и ну, можно тоже вот сделать всем людям, которые получат разрешение. Такие грибочки, они сделаны из ткани, и бечевка, как вы видите. Это все в разные годы было куплено в магазине IKEA или по-вашему IKEA. И, ну, разные коллекции. Я очень люблю. Там действительно дизайнеры здорово делают все. И у меня все буквально из IKEA в разные года, буквально в течение последних 15 лет, наверное, вы видите все эти игрушки. Итак, ну что ж, если вы хотите, вы можете приобрести елку в магазине, и это будет выращенное специально на продажу. Ну а можно помочь городу очищать вот эту просеку для электрических проводов и срубить самому. В общем, это довольно такой интересный трип. Мы едем, обычно надеваем на себя что-то такое теплое, сапоги, и едем брать елку себе, да. И вот в этот раз такая она, очень-очень большая, очень высокая. Это гномики, тоже из магазина IKEA, где-то 4 года назад, по-моему, купленные. Но в разные года, по-моему. Вот этот побольше гномик, он в другой год, чем эти маленькие куплен. Я не помню точно, неважно, да. У них есть такие лица с глазками, все такие, они очень уютные. И это те гномики, которые работали в мастерской Святого Николая, для того, чтобы делать подарки к празднику. Угу. Да, если вам не понравился мой наряд, я не люблю говорить, моя одежда, в которой я сейчас днем, когда я украшаю елку, я прошу прощения. Но, на мой взгляд, это интереснее, чем приукрашенный человек. Я не люблю слово «наряд». Для меня одежда – это функция, прежде всего, функция, и красота тоже. Красота, в общем, в ежедневной жизни, и это очень важно.
Я придерживаюсь идеи Ямамото, это такой японский дизайнер, очень знаменитый, который говорил о том, что одежда должна носиться, а не наряжаться в одежду, она должна быть функциональная и качественная и так далее. Так что я прошу прощения, если вас покоробило то, что я не в нарядном платье, не с прической и так далее. Сейчас я вот развешиваю эти грибочки, и вы увидите мою елку на моих видео, где я буду делать предсказания, я буду говорить об астрологии, о Таро, о всем невидимом мире, все, что мы любим с вами, все таинственное, все такое мистическое, праздничное, все, что мы любим с вами, да. Елка очень красивая, она очень пахнет. Мы ее вечером привезли, уже было темно, и сразу поставили ее, и буквально дом наполнился запахом свежей хвои. Это просто удивительно, такая красота, такая атмосфера. Я взяла ножницы, хотела обрезать веточки, чтобы ее сделать такой аккуратной, трапецией, но потом подумала, нет, не нужно, пусть будет вот такая Charlie Brown tree, пусть будет такая естественная, какая есть, да. Вот такая вещь. На такую елку гибкую лучше всего подходят игрушки, сделанные из материала, из ткани или же из бумаги. Поэтому вот я в тренингах, у меня такие сандалики, в которых я дома, и очень-очень теплая кофточка. Мне никто не заплатил, но одежда моя в основном вся из компании Arc'teryx. Пишется Arc'teryx, говорится Arc'teryx. Это ванкуверская компания, она довольно эксклюзивная, можно сказать. Да? Мне очень нравится их одежда, потому что она функциональное и безумно высокое качество. Итак, это IKEA, наверное, лет 15 назад, и здесь это felt, это wool, шерстяные такие снежинки, красные снежинки из шерсти. Вот как валенки делают, вот такая шерсть, валеная такая шерсть, и снежинки изображены. Я обожаю вот именно эти снежинки. В этом году, в общем, коллекция была сразу раскуплена. Я поехала в IKEA немного позже, надеясь, что я куплю себе что-то из коллекции. Но когда мы туда приехали, все, ну как вот немножко позже, в ноябре, все абсолютно было раскуплено. Вся коллекция была раскуплена. Удивительно просто, да? Или они мало сделали, или не знаю. Во всяком случае, в этом году мне ничего не перепало. Так что пользуюсь тем, что есть, но у меня много всего есть. Каждый год я что-то красивое покупаю из IKEA. Потому что из одного и того же магазина у меня вот это все подходит. Оно все подходит из года в год. Даже вы видите эти свечи на камине, они тоже из того же материала, как и снежинки, но в разные года куплены. Они тоже IKEA. А здесь сердечки, тоже из IKEA. Они бумажные, с золотом. Они очень легкие. Может, вы видите Николая на заднем фоне, он пробует сделать новые рамки для картины у нас. Мы приобрели картину одной художницы местной, и он делает рамки, ну, не знаю, скорее всего, без рамок эта картина будет лучше. Посмотрите позже. Ну вот, теперь я развешиваю сердечки. Пишите, дорогие друзья, какая у вас традиция, где вы, как вы покупаете елку, или же вы тоже из леса, как мы, берем елку. Пишите мне очень-очень интересно будет услышать от вас, какие у вас традиции. Я люблю, конечно, купить елку немножко, или же взять в лесу, срубить немного позже. Но в этом году мы поехали с сыном, и он брал для себя, и мы взяли для себя, а они всегда берут в начале декабря где-то, да. Вот.
5-6 декабря. Мы с Николаем обычно позже едем за елкой, но в этом году мы решили сделать вместе это. Наверное, это тоже хорошо. Именно ожидание Рождества, оно приятное. И ожидание Рождества называется адвент по западной традиции. Это все началось с Мартин Лютер, и он сделал адвент, это приход, переводится как ожидание, приход, 4 недели, 4 воскресенья, вернее, не недели, перед Рождеством. Видите, какие гномики. Это потрясающая семья гномиков. Здесь будет мальчик, девочка, поменьше, мама, папа, а еще такие малюсенькие есть, наверное, внучка, правнучка, я не знаю. Потрясающая совершенно семья гномиков. У них у всех фонарь, волшебный фонарь, что на самом деле это прояснение пути и так далее, ну вы знаете по моим раскладам. Итак, к чему я говорю? Да, но почему-то сейчас коммерческий адвент начинается с 1 декабря, непонятно, вот и уже Шанель делает коммерческий адвент, где всякую глупость за $1000 навязывает своим покупателям. В общем, какая глупость, все это коммерция, да, также и Санта-Клауса сделали. Вот такого Кока-Кола Санта-Клаус в свое время, теперь в этом году уже адвент у них коммерческий. Раньше ведь этого не было, поскольку я долгое время работала в церкви, адвент всегда это 4 воскресенья перед Рождеством. И такой круг будет, 4 свечи и одна посередине свеча радости, розовая свеча, которая зажигается в рождественский вечер. У меня еще они есть, у меня таких много, я всем своим детям подарила, такие купила. У меня их очень много, вот такие разного размера гномики, видите. Сейчас буду продолжать рассказывать. Вначале покажу вам этих гномиков, хорошеньких, да. Такие хорошенькие гномики. Все они в таких полосатых носочках, очень уютные. Наверное, шведские, не знаю. Ну, шведские, да, Икеа, шведский же дизайнер. Вернее, магазин шведский. Понятно, что там много дизайнеров. Кстати, кто не знает, в Икее каждый год они нанимают ведущих дизайнеров, один только дизайнер в год, у которого они заказывают очень супер дорогой дизайн. И такой обычно дизайн, такие вещи раз в году бывают в Икее, они становятся collectible. То есть они со временем набирают цену, да, вот специально есть люди, которые это все скупают, и с годами оно все дороже в цене. Но это настоящий дизайнер, нанимает одного такого человека, чтобы он вот такой промоут сделать. Так вот, продолжаю разговор. Адвент-календарь, но это тоже коммерционная вещь. Раньше было 28 окошек, как положено, да, 4 недели перед Рождеством, 28 дней. Но сейчас уже вот коммерция с 1 декабря, это вообще странно, все теперь переделала. Вот. И церковный адвент – это 4 свечи, 4 адвент-воскресенья. Каждый раз вы зажигаете одну свечу. В первый адвент 1 свечу, во второй адвент 2 свечи, в третий адвент 3 свечи, в четвертый 4 свечи, это воскресенье. И потом на рождественский вечер, Christmas Eve называется, зажигается центральная свеча, это называется Christ Candle, свеча Христа. И потом из этой свечи будет всегда идти огонь, когда вот, например, идет таинство крещения или другие любые таинства, да. Вот такая традиция христианская, но то, что сейчас сделала коммерция, это вообще не интересно. Как я уже сказала, я как услышала, что Коко Шанель какие-то наклейки продает своим преданным покупателям за $1000, это просто безумие полное, что теперь творится в мире. Да, ну вот, повесила вроде всех человечков. Теперь будем дальше смотреть, что у нас еще там есть в нашем волшебном мешке, там, где есть все украшения.
Я надеюсь, вы напишите комментарий, расскажете, как у вас проходит тоже такая подготовка к празднику. Еще я нашла несколько звездочек и один подарок. Это все бумажное. Сейчас повешу. А я надеюсь, вы напишите, как у вас идут дела, как вы вешаете, развешиваете украшения на свою елку, какие у вас игрушки, может быть, у вас традиционные, семейные какие-то, пишите. А здесь вот такие маленькие подарочки тоже из Икеи. Видите, с гномиками. У меня такие же точно есть для того, чтобы на стол под тарелки подкладывать. И я просто положу туда несколько конфет в каждую такую маленькую котомку, маленькую корзинку, несколько конфет. Раньше у нас всегда вешали конфеты, яблоки, груши, мандарины, да, на елку. К сожалению, на эту елку не повесишь это все, потому что, опять же, очень мягкие ветки и не выдержат. Даже стеклянные игрушки эти ветки не выдержат. Игрушки должны быть либо легкая пластмасса, либо бумага, либо ткань, либо вот такие хорошие корзинки. У меня таких много есть для маленьких подарочков. Можно соседям, можно друзьям. Ведь на самом деле подарки на Рождество не должны быть большие. Или вообще что-то своими руками можно сделать. Или же просто пригласить на бокал вина или на чашку кофе, на торт. Либо же сходить куда-то в кафе с друзьями, что, наверное, лучше, на мой взгляд. Все-таки семья, дом – это лучше для, для семьи, да. Если очень близкие друзья, можно и в дом пригласить. Как вы это делаете, пишите. И эти все маленькие корзинки, они имеют разного этого гномика на себе. А как я уже сказала, у меня точно такие же гномики на, как называется, plate, я даже не знаю, как называется, под тарелку класть на стол. Напишите, как это называется. Plate placement, по-моему, я точно не помню. Вот еще. У меня еще много осталось, может быть, для того, чтобы делать маленькие подарки друзьям и так далее. Знаете, это маленькая кошелочка, корзиночка, моя бабушка говорила кошелка, она хороша, чтобы туда положить, например, если вы купите друзьям или родным сертификат в ресторан их любимый или в магазин, чтобы они там что-то себе купили, потому что сейчас каждый человек знает сам, чего он хочет. Видите, сколько у меня много получилось. Поэтому я предпочитаю родными, знакомыми, друзьям лучше дарить сертификаты. Там, например, в их любимый магазин или кофейню или ресторан, чтобы они сами купили то, чего они хотят. И для меня легче, не нужно guess, не нужно догадываться, все равно не угадаешь никогда и не угодишь и так далее. Вот так лучше всего. А вообще подарки это традиционно всегда было только для детей. Правда, а для взрослых это просто время отдыха, мира. Лучше всегда быть в мире, конечно. И приятного времени с роднёй, с друзьями, вот как я с вами провожу время, потому что для меня друзья – это часть моей семьи, потому что я блогер, и все мои друзья, кто подписаны, кто дружит со мной, кто приходит ко мне на страничку, и мы стали уже родными с вами. Так что для меня это самая-самая лучшая дружба. Я, конечно, жалею, что я не надела что-то получше, но эта одежда очень удобная, домашняя. Но тоже, чтобы вызвать у вас, может быть, ощущение, что все нормально, не нужно постоянно быть при параде. Я вообще никому не советую быть при параде. Что значит при параде? Итак, это вот такие очень красивые
как подставки на свечи, но они декоративные. Они очень большие, и они обычно не очень-то вписываются в мой интерьер. Каждый год я не знаю, как их употребить, но они очень красивые. Красный цвет точно такой же, как и снежинки, вы видите. Точно такой же цвет. Мне кажется, это даже один год в Икее был именно такой дизайн. Один год были и снежинки, и канделябры эти. Вот такие они очень удобные в хранении, потому что они становятся плоскими, когда вы их кладете. Вот так. Ну вот, мои дорогие, почти завершила. У меня, если вы там видите, на стене есть такой гвоздь за елкой, потому что там у меня висела картина. Или я иногда там часы вешаю настенные, иногда картину. И теперь этот гвоздь просто торчит, потому что, естественно, я сняла оттуда часы. И мне нужно туда определить что-то, чтобы этот гвоздь, ну, был по делу, функциональный, не просто там торчал. Поэтому я сейчас спрошу у вас совета, что туда определить. Можно всякие декоративные такие соломенные украшения определить туда, да. И почти уже все готово. Я так поставила, что вам не видно, но есть наверху ангел у меня, и я потом Николая попрошу, чтобы он звезду тоже повесил. Итак, что можно на этот гвоздь определить? Вот это сердечко из соломы, тоже вот из Икеи, один из годов прошлого, наверное, лет 8 назад или 10, такие сердечки были. Потом звезду, тоже соломенная звезда, как вы видите. Их другая коллекция. У меня одно время дом был весь из мебели Икеи. Теперь уже не так. И вот тоже из Икеи, это тоже соломенный такой, рождественский. Wreath называется, wreath. А еще я вам покажу, дочь сама сделала макраме. Может быть, это украшение повесить. Сейчас вам покажу через секунду. Вот видите, моя дочь сама сделала такое макраме красивое украшение. Может, это повесить. Дайте мне совет, посоветуйте. Мы сейчас будем пробовать, чтобы вы видели, как вот эти все 4 варианта. Напишите, пожалуйста, какой вариант вы считаете лучше. А я сейчас попробую это все повесить. Напишите, пожалуйста, что вы думаете вот об этом адвент, потому что раньше адвент это чисто было связано с католическим Рождеством, да, даже не с католическим, а с протестантским, я бы сказала, больше. Католики потом это взяли у протестантов, да, у Мартина Лютера. А теперь вот с этого года уже и коммерция подхватила, но она переделала это по-своему. Это вообще адвент, ну, это не шоколадки каждый день, конечно. Итак, вот так выглядит сердце. На мой взгляд, немножко тяжеловато. Как вы считаете? Напишите, пожалуйста. Как вы считаете? На ваш взгляд. Угу. Сейчас я буду менять на следующую декорацию. И вот вы сейчас увидите звезда, да, звезда. Звезда выглядит совершенно неплохо, на мой взгляд, довольно мило. И, скорее всего, эта звезда будет хорошо перекликаться с той звездой, которая будет наверху елки. Будет хороший лейтмотив такой, да, один. Так что вполне вероятно, что звезда – это хороший ответ на вопрос. Или, может, ничего, вообще оставить как есть. Я люблю, когда чем меньше, тем лучше. У меня такой девиз. Я немножко минималист по философии своей. А вот этот мне нравится. Соломенный, да, мне очень нравится соломенный. Нравится ли вам, скажите?
Вот так выглядит соломенный, но там нет нечем прикрепить его. Вроде нормально. Соломенный круг. Довольно мило, правда? Хорошо выглядит соломенный. Да, еще пишите, как вам моя елка, нравится или не нравится. Вы любите маленькие елки или большие, искусственные или нет. Да, кстати, хочу сказать еще вот то, что у меня знакомая, она дизайнер, и уже давно она мне объяснила, что искусственная елка должна отличаться от натуральной, иначе это будет выглядеть как подделка. Ну вот то, что моя дочь сделала, этот макраме выглядит вообще плохо. Такое чувство, что действительно гвоздь нужно было прикрыть. Нет, не подходит совершенно это. Так вот, искусственная елка должна быть piece of art. Она должна не похожа быть на настоящую. Здесь перед вами написано Let it snow. Да будет снег. Да будет снег. Такое смешное выражение. И я поздравляю вас всех с Новым годом, конечно, и Рождеством. Но мы еще будем с вами видеться. Еще хочу напомнить вам, что да, искусственная елка должна отличаться от натуральной, иначе это как подделка выглядит. То есть она может быть белая, она может быть какая-то розовая, она может быть не похожа даже на елку, какой-то дизайнерский элемент в ней должен присутствовать. Если искусственная елка пробует подделаться под натуральную, это плохой вкус. Мне так сказал дизайнер. В общем, за что купила, за то и продаю. А сейчас под конец я хотела бы вам спеть рождественскую песенку. А я хочу попросить вас, чтобы вы пели вместе со мной, потому что я, стесняюсь немножко петь. Поэтому, если вам не трудно, вспомните, пожалуйста, любимый мультфильм. Да, мультфильм называется так. Забыла, как называется мультфильм. Но там шла речь о том, что был вот чудище-юдище, которое лес стерегло от всякого шума, от всякого гамма. Вот у него были подвязаны зубы, он такой был, жил в лесу. И дети у него попросили елку и пригласили его к себе на Новый год. Я обожаю эти хороводы вокруг елки, и это моя любимая песня. Напишите, какая у вас любимая песенка, и я приглашаю вас петь вместе со мной. Давайте начинать. Елочка, елка, лесной аромат, очень ей нужен красивый наряд. Пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас, радует нас. Елочка любит веселых людей, мы приглашаем на праздник гостей. Пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас, радует вас. Елочка веткой зеленой махнет, и словно сказка придет Новый год. Пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует вас, радует вас. Я надеюсь, вы пели вместе со мной, дорогие мои друзья. Поздравляю с праздниками и будем видеться. Спасибо вам за дружбу. Я просто вас обожаю и желаю вам счастья. До новых встреч, мои дорогие.